Витаю! В этом видео в FreeCAD мы посчитаем однопролетную балку, загруженную равномерно распределенной по длине нагрузкой. Итак, приступим. Чтобы генератор сеток генерировал нам именно объемные конечные элементы, у 3D-модели должно быть свойство Solid. Чтобы это проверить, нужно перейти в Part, выбрать нашу 3D-модель и нажать на кнопку «Проверить геометрию». В данном случае все флаги можно оставить по умолчанию и запустить проверку. В протоколе проверки у нас нет ошибок, мы можем свернуть и развернуть содержимое формы. Вот, во второй строчке у нас тип формы Solid. Значит, как раз то, что нам нужно. Закрываем и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию служит CalculX. Генерируем сетку конечных элементов желаемой плотности. Сетка сгенерирована. Теперь добавим материал. Пусть будет дерево. Это поле оставляем пустым, что значит, что всем конечным элементам будет присвоен одинаковый материал. Нажимаем ОК. Моделируем опоры. Вертикальные грани на концах нашей балки мы закрепим OZ. И одно ребро закрепим по XY. Добавим собственный вес. Теперь добавим равномерно распределенную нагрузку. Во FreeCAD нет привычной нам равномерно распределенной нагрузки. Есть направленная сила, которая равномерно распределяется на объект, к которому она приложена. То есть, если мы ее приложим к вершине, то она у нас будет сосредоточенная на вершину. Если мы ее приложим к ребру, то она будет равномерно распределенной по длине ребра. Если мы ее приложим к грани, то она будет равномерно распределенная по площади грани. Какое же значение нужно ввести в поле нагрузки? На самом деле нужно ввести равнодействующее значение для распределенной нагрузки, то есть произведение интенсивности погонной нагрузки на длину ее площадки. Ну, в моем случае это 3 килоньютона на длину пролета, на 4 метра. То есть я должен ввести, чтобы получить равномерно распределенную нагрузку 3 килоньютона на метр, я должен ввести 12 килоньютонов. Аналогично распределенную нагрузку можно задать через давление. Но тут надо привести погонную нагрузку в паскале. Для этого нужно интенсивность погонной нагрузки разделить на ширину сечения. То есть в данном случае 3 килоньютона на метр разделить на 0,1 метра на 100 миллиметров. И тогда у нас давление, которое мы зададим, это будет
30 килопаскалей. Можно так или иначе. Ну, оставим у меня задвоенные значения, оставим только через равнодействующие. Все готово к расчету. Заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем Calculix. Все, расчет окончен, закрываем. Вот наша строчка с результатами. Здесь мы можем посмотреть максимальные значения перемещений, формы деформации, а также максимальные значения напряжений. И вывести гистограмму для выбранных напряжений. Для более детального анализа нужно добавить фильтр результатов. Здесь мы выбираем форму для показа. Можно облако узлов, можно поверхности, можно сеткой. Выберем поверхности. И поле. Пускай будет максимальное растягивающее напряжение. Эти результаты можно сохранить как картинку. Для этого нужно перейти, сохранить картинку, присвоить какое-то имя и нажать «Сохранить». Шкалу можно настраивать. Достаточно 2 раза щелкнуть по шкале, и здесь можно выбрать цвет и количество знаков после запятой. Также в фильтр результатов можно добавить форму деформации. Выбираем поверхности, поле деформации, направление по Z и, двигая ползунок, отмасштабировать. Увеличим масштаб. Вот, теперь заметно. Вот. Также можно добавить для определения положения максимумов и минимумов можно добавить скалярный фильтр. Возьмем максимальное растягивающее поверхности, поле тоже максимальное растягивающее, и, двигая ползунок, мы отфильтровываем значение. Удалим фильтр перемещений, вот, чтобы наша не покидала контуров расчетной схемы. И вот мы видим четко положение наших максимальных значений растягивающих напряжений внутри балки. Пока. Чтобы проанализировать распределение напряжений по сечению, можно добавить фильтр отсечения. Создадим плоский фильтр. Режим тоже поверхности. Поле будет максимальное растягивающее. Повернем его вертикально. Вот.
срез вдоль балки. И здесь мы видим, как оно распределяется по толщине. Изменяя косинусы, то есть меняя нули на единицу, можно менять положение среза. Также здесь координаты положения среза. Его можно смещать по длине пролета. Сейчас он строго посередине, можно его сместить немного дальше. Вот таким вот образом. Меняю эти цифры. Еще один способ посмотреть распределение напряжений по толщине — это добавить фильтр среза. Еще один. Но он плоский. И выглядит как пластинка. Делаем его тоже вертикальным. Поперек сечения поставлю. Вот так. Вот. Теперь мы видим, как распределяется напряжение по высоте. Но это уже плоское отображение. И положение этого среза аналогично можно менять, меняя координаты. Например, так. Ну, вернем его посередине, на середину. Распределение напряжений по сечению можно представить также в виде графиков. Для этого нужно добавить фильтр данные вдоль линии. Здесь мы вводим координаты начала и конца нашей линии. Поставим начало и конец в середину пролета. Это у нас будет тоже посередине. И высота 250. Поверхности, филд. Самое растягивающее. Примените. Скроем фильтр среза. Вот. Вот наши данные вдоль линий. Когда они построены, мы их выделяем и нажимаем «Построить графики». Этот график можно перемещать. Масштабировать. Менять его вид. Цвет, толщину линий и так далее. А также сохранить как картинку. Вот наши полученные результаты. Балка и график. На этом все. Дякую за увагу.